Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина. И сегодня мы будем говорить, а почему же мужчины ноют? Вот знаете, есть такие мужчины, когда вы встречаетесь с ним на свидании, или вы уже вместе живете, а может быть вы уже вышли за него замуж, и вот мужик приходит домой и вот превращается в такую вот, знаете, старушку, недовольную, добитую жизнью. Мир не такой, несправедливый, не ценит, все там плохо, я вот тут хотел, а они, вот это я собирался, а оно, и вот у него столько вот собирается, его прям прижать к груди хочется, вот прям гладить, целовать, бедненький, несчастненький, уколыхать его вот так вот возле своей груди, чтобы оно успокоилось и затихло. Такое оно несчастненькое, скукоженное сразу становится. И вот прям у нас поднимается, в смысле у женщин, когда мы такое слышим, у нас поднимается прямо изнутри вот это вот мамство. Вот прям обнять, защитить, сиротинушка, убогенький, как-то ему помочь в жизни. Согласитесь, что вы-то пришли очень часто на свидание или идете в отношения. Для чего? Для того, чтобы жить за мужчиной, как за каменной стеной. А оно вот такое вот присело вот на вот эту пластиночку, поныть, погундеть. И вы не знаете, как с этой пластиночки скрышнуть его. Давайте разберемся, что с этим делать. Во-первых, почему это происходит. Для женщины это тоже очень важный момент. А во-вторых, что с этим делать? Потому что радости не добавляет, денег в дом не приносит. Я имею в виду от того, что у мужчины просыпается внутри нытик, денег становится реально меньше. Как с этим поступать? Сейчас будем разбираться. Для тех, кто меня смотрит первый раз, напоминаю, меня зовут Алла Касаткина. Я психолог. Почти 20 лет я работаю с женщинами, помогаю им улучшать свою судьбу, быть счастливыми, любимыми и реализовывать свой потенциал, который в них заложен. Подарочек для вас, курс «Секреты счастливых женщин», ссылочка в описании. Переходите, получайте, пользуйтесь, применяйте в своей жизни. Ссылка на мой сайт вот. Там есть очень много полезной информации для вас, так что там тоже кладезь женской мудрости. И лайки и комментарии помогают мне понять, вам эта тема актуальна, вам стоит снимать на эту тему. Если у вас есть вопросы, если у вас возражения, если у вас свое личное особое мнение, там как раз в комментариях можно все это высказать, я на все это отвечаю. А мы двигаемся. Почему мужчина ноет? Самая важная причина, почему ваш мужчина вдруг превратился в нытика. Неважно, вот обратите внимание, неважно, на какой стадии отношений это произошло. Если мужчина начинает вам жаловаться на судьбу, жаловаться на других женщин, жаловаться на вселенскую несправедливость, на то, что его обделили в детстве, еще на прочую херотень, знайте, вы перекочевали у мужчины в категорию «своя». Категория опасная. Почему опасная? Потому что категория «своя» предполагает, напрягаться ради вас не надо. Стараться особо ради вас не надо. Тут меня принимают круче, чем собственная мама. Кстати, собака храпит, не обращайте внимания. Круче, чем мама. Круче, чем собственная мама. И поэтому я здесь могу расслабить булки на 150%. Я могу даже поныть больше, чем когда-либо в жизни я мог это сделать. Меня не пнут. Мне не скажут: алло, чувак, ты опомнись, ты мужик или где? Мне ничего не скажут, наоборот, может быть, достанут сиську, покормят, предложат помощь, а вдруг еще из-за меня что-нибудь поделают. Поэтому, как только мужчина начал ныть, знайте, вы перешли у него в самую опасную категорию. Это ради других он будет стараться. Это другим он захочет показать свои самые лучшие стороны. С вас он уже списал почти в утиль. Почти в утиль маме можно пользоваться совершенно спокойно, безнаказанно. Отсюда не попрут, тут накормят, хоть мисочку молочка, но нальют. Об этом ли вы мечтали? Думаю, нет. И на самом деле, что здесь может сделать женщина? А вспомнить, что она женщина. А вспомнить, что встречаться-то вы начинали не с нытиком вот этим подзаборным,
Вы-то начинали встречаться с мужчиной, который распушивал свой хвост, ходил гоголем и пытался показать, что он в доме главный. И напомнить ему, иногда шуткой, а иногда и руки в боки, как в моем любимом анекдоте, сказать: милый, так ты определись, ты у нас сирота казанская или глава семьи? Глава семьи не ноет, глава семьи засучивает рукава и идет делом занимается. И если вам кто-то скажет, что вы, дескать, жестокая, вы ничего не понимаете, он вам доверие оказал, а вы напомните ему, что вот это все свое нытье он может отнести в кабинет к психотерапевту. Но там же деньги заплатить надо. И поэтому он несет это к вам, потому что на ваши уши можно присесть бесплатно. А теперь как связано мужское нытье и деньги. Когда мужчина ноет, он уходит в детскую позицию. Он сваливается в беспомощного ребеночка, от которого ничего не зависит. Фактически он жертва. Жертва обстоятельств, куда ни плюнь. Скажите, пожалуйста, а много ли денег платят жертвам? Много ли? Подают, да, на паперти иногда. И все. Готовы ли вы с жертвой жить? Вы вообще мечтали замуж или жизнь свою связывать с жертвой? Или вам интересно было иметь сильного мужчину, который может что-то в жизни? Да, иногда мужчина может с вами поговорить о жизни, может поделиться какими-то моментами, которые его волнуют. Это не нытье, это доверие, особенно если после этого он поднимается и идет, делает дело. Но если он поговорил с вами вечер, и это все ушло вниз, и вам снова хочется его прижать к груди и пожалеть, убаюкать, поговорил второй, третий, четвертый: мои хорошие, перед вами нытик обыкновенный. И либо вы ему руки в боки и не пошел бы ты работать, либо вы для себя делаете вывод: а вы вообще хотите это чудо кормить, содержать и таскать на своей шее? Потому что ничего другого, как только вы развесили ушки, достали сиську и приготовились его кормить, ничего другого от этого мужчины вы больше не дождетесь. Чем больше понимания будет с вашей стороны, тем меньше у него будет желания что-либо делать. А теперь делаем выводы. Возможно, у вас в прошлом были такие истории. Попробуйте наложить, а что бы, если бы вы сделали по-другому в этих отношениях? Если бы вы перестали терпеть? А может быть, у вас сейчас уже есть кавалер, который тоже приседает на ваши уши, ноет и хочет внимания, хочет пожрать вас на шару? Ну, простите, пожалуйста, вы не бесплатная столовая для нищих. Вы женщина, достойная уважения, вы женщина красивая, интересная, которая может чего-то в жизни сама. Так зачем же вам нытик на борту жизненного корабля? Короче, переходим в комментарии, жду ваши истории, соображения. Возможно, вы со мной в корне не согласны и считаете, что прикладывать мужиков к сиське — это обязательное, обязательный пункт программы женско-мужских взаимоотношений. Не вопрос. Давайте пообсуждаем эту тему в комментариях. Лайки запоминайте. Говорят мне о том, что на эту тему стоит снимать. Ваши комментарии показывают, в какую тему двигаться и что вам еще объяснить в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки. Жду ваших комментариев.